Привет всем, меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. И сегодня я хочу связать вот такой рюкзачок из шнура. На самом деле модель этого рюкзака уже есть на моем канале, и у меня он связан из трикотажной пряжи. Естественно, ссылка будет вот здесь по подсказке, либо внизу в инфобоксе. Я решила переложить этот мастер-класс на шнур и посмотреть, какой рюкзачок получится у меня на этот раз из шнура. Шнура у меня ушло, конечно, больше, и здесь больше рядов, потому что сам шнур чуть тоньше. Трикотажная пряжа вяжется крючком номер 8 у меня, а вот шнур вяжется крючком номер 5. Здесь больше рядов, больше метража самого шнура, но при этом рюкзачок получился чуть легче. Вот такой у меня желтенький получился рюкзак на этот раз из шнура. Он тоже на магнитной кнопке. И внутри у него вот такой шнур. Затягивается. Ну и давайте начинать. На вязание этого рюкзачка у меня ушло ровно 3 мотка, и практически ничего не осталось, но может быть какие-то обрезки. И если вам не хватит 3 мотков, например, на кулиску, потому что ее делают в самый последний момент, то я вам, как всегда, оставлю ссылку по подсказке, либо внизу под видео на видеоролик моей коллеги. У нее канал 88 клубков, где вы сможете посмотреть, как сделать такой шнурок на спицах или на крючке из какой-нибудь альтернативной пряжи. Можно из самой обычной хлопковой пряжи, которая у вас есть, допустим, в тон рюкзака или даже контрастного цвета, и тоже будет очень красиво смотреться. Но если у вас останутся нити, то, конечно, скрутите такой шнурок из оставшихся нитей. И мне потребуется 3 мотка полиэфирного шнура. У меня это шнур карамель, цвет Gold, от пряжи Центр. И вот его характеристики. Ширина нити этого шнура 5 мм, и поэтому крючок я беру тоже 5 мм. Перед началом вязания из шнура убедитесь, что кончик его хорошо заплавлен и не будет распускаться. Вязание рюкзачка начинается с вязания донышка. Донышко представляет из себя овал. И вязать овал в этом рюкзачке я буду узором калочки и буду делать бесшовное соединение методом бесшовного вязания хвостиком. Если для вас этот метод вдруг новый, хотя он уже давно лежит и на моем канале, и на других ресурсах в интернете, то тогда я вам оставлю ссылочку внизу, где будет подробное видео про этот метод. Также заглядывайте вот сюда по подсказке. Здесь у меня целый плейлист, где собраны различные сумки, рюкзачки и просто корзиночки, и даже просто узоры, связанные этим методом. Ну и так, давайте начинать. Для вязания хвостиком нужно отмотать от начала клубка приблизительно 1,5 метра и оставить такой хвостик. Если хвостика, который вы оставите, вам не хватит, вы всегда можете его соединить, всегда можете пришить к нему еще дополнительную нить. И как это сделать красиво, без шва, аккуратно, вы найдете по подсказке, либо внизу под видео в инфобоксе будет ссылка. Точно так же я соединяю нити в шнуре, когда у меня заканчивается один моток и начинается следующий. Дальше делаю цепочку из воздушных петель. У меня в цепочке из воздушных петель будет 8 петель. Первую петлю я тоже считаю за первое звено. То есть сейчас я делаю одну воздушную петлю, и вот эту петлю тоже я считаю за звено. Петля на крючке не считается, а вот эта петля считается. Еще нужно 7. Так, вот она последняя, 8. Цепочка готова. И следующий прием, который делаю я, называется антидырочный наборный ряд. Когда вы вяжете овал, наверное, вы знаете, что при его вязании в центре
образуется отверстие, когда начинаете вкалывать крючок просто в цепочку из воздушных петель. Вот чтобы избежать этих отверстий, я делаю такой прием, как антидырочный наборный ряд. Первую петлю пропускаю, вот она, от крючка, я ее пропускаю, вставляю крючок во вторую петлю от крючка, но не в саму петлю, а в ее перемычку, вот сюда. То есть у петли как бы 3 детали: верхняя дужка, нижняя дужка и задняя перемычка. Вот под заднюю перемычку я и вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Прохожусь соединительными петлями по своей цепочке до ее конца. Я дошла до последнего звена. Также вставляю крючок в перемычку и делаю соединительную петлю, но уже подхватывая хвостик. Нитку вывожу. И дальше мне нужно еще сделать соединение протяжкой с помощью хвостика. Завожу крючок под обе дужки первой петли, подхватываю хвостик, он короткий, и вывожу его. И дальше завожу крючок вот сюда, в последнюю соединительную петлю. И как бы доделываю ее, снова подхватываю хвостик и снова вывожу его. Так как хвостик всего у нас 1,5 метра, выводить его несложно. Выводить весь клубок намного дольше. Это примерно 200 метров так мотать. Вот для такого приема, для такого трюка и используется этот хвостик. И получается у меня вот такая деталь. Эта деталь называется первый наборный ряд. При обвязывании такой детали дырочек вот здесь не будет. Ну и начинаю уже первый свой фактический ряд. Начинаю обвязывать эту деталь. Вставляю крючок вот сюда, под обе дужки верхней косички. То есть, видите, у меня есть как бы боковая косичка, вот они, по косичке с двух боков. Эти точки будут образовывать полукруги в овале. А пока я начинаю с прямой части. Подхватываю дальше рабочую нитку. Все вязание происходит рабочей ниткой. Вывожу ее, делаю воздушную петлю. Эта петля играет роль первого подъемного столбика без накида. Опять под обе дужки косички и делаю столбик без накида. Вяжу столбиками без накида до первого разворота. По одному столбику в каждую точку. Итак, у меня получается воздушная петля и дальше 6 столбиков без накида до разворота. Дальше делаю разворот. Разворот при вязании овала крючком из столбиков галочек делается 3 петли в одну точку. Нахожу вот здесь, вот она, петелечка воздушная, вставляю в нее крючок, и в эту точку я делаю 3 столбика без накида. Первый, дальше второй и дальше еще третий.
Разворот я сделала, и мне нужно теперь обвязать эту же цепочку из воздушных петель, но в противоположную сторону. Смотрите, вкалывать крючок, когда я вяжу в противоположную сторону, я буду уже не под 2 косички. Вот так мы вкалывали. Так не надо вкалывать, будет некрасиво. А вкалываю крючок в те же самые точки. Вот она, эта точка, откуда выходит противолежащая петелька. Вот сюда. Вот они, эти точки. Это не совсем по 2 косички. Вот видно, вот по 2 косички точка, а вот точка, откуда выходит противолежащая петля. Вкалываю крючок в точке, откуда выходит противолежащая петля, и вяжу тоже столбики без накида до второго разворота. Последний столбик я делаю в ту же точку, откуда я начинала этот ряд, вот сюда. У меня отсюда выходит воздушная петля подъема. Итак, теперь считаю свои столбики после разворота. У меня их 7, то есть в этом направлении у меня была 1 воздушная петля и 6 столбиков без накида. А в обратном направлении у меня просто 7 столбиков без накида, но потому что первая петля здесь играет роль первого столбика без накида. Ну и еще мне остается доделать разворот в этом углу. Здесь не хватает всего 1 петли. Ножку этой петли я провязываю рабочей ниткой. Вот смотрите. Вставляю опять в ту же самую точку, откуда выходит подъемная воздушная петля и куда делается последний столбик. И ножку я провязываю рабочей ниткой, а шапочку провязываю хвостиком. Вот он хвостик, его я буду вытаскивать. И вытаскиваю. А дальше делаю бесшовное соединение с помощью протяжки, используя хвостик. Крючок под первую горизонтальную петлю, под обе косички. Подхватываю нитку, которая выходит у меня из последнего столбика. Вытаскиваю ее, но это хвостик, он короткий. И завожу крючок в последний столбик. Сначала в заднюю перемычку, а потом в воздушную шапочку его. Подхватываю снова хвостик и снова вывожу его. Все нити аккуратненько подтягиваю, чтобы было красиво. Первый ряд на этом закончен. И смотрите, что получается. Получается у меня 3 петли из одной точки в начале ряда. Просто они сделаны не подряд. Они начинались с 1 петли и заканчивались 2 петлями. Но в итоге они выходят все из одной точки. Дальше 6 петель по прямой части. Дальше опять 3 петли из одной точки для следующего разворота. И опять 6 петель по прямой части. И таким образом первый ряд готов. Все последующие ряды в овале вяжутся примерно по одному и тому же принципу. Мне нужно будет сделать 3 равномерные прибавки с одного скругления и 3 равномерные прибавки с другого скругления. Единственная разница будет во всех рядах, что количество одинарных столбиков будет увеличиваться с ростом номера ряда. Итак, второй ряд. Мне нужно сделать 3 прибавки, и так как у меня всего 3 петли, поэтому каждую из этих петель я должна удвоить. Начинать вязать ряд я буду в петлю. Вот смотрите, я тяну хвостик, и у меня петелька тянется. И вот в раскол я вставляю крючок под ту петлю, которая тянется. Вот она. В раскол. Вязать из шнура я буду донышко в раскол, мне кажется, оно так будет чуть-чуть поплотнее. Подхватываю рабочую нитку
делаю первую воздушную петлю. В эту же точку вставляю снова крючок, туда же, в раскол. Я должна удвоить эту точку, и поэтому я делаю столбик без накида в раскол в эту же точку. Дальше у меня скругление как бы закончилось. Я буду доделывать его в конце ряда. Я прохожусь по прямой части здесь 6 раз по одному столбику без накида. Раз. Все вяжу в раскол. 2. В раскол это значит вот в центр я вставляю петелечки. 3. 4. 5. И 6. Подхожу ко второму скруглению. И каждую из этих петель я удваиваю. То есть 3 раза по 2 петли в одну точку. Раз. И 2. Еще раз. Все точно так же в раскол. Раз. И 2. И еще раз. Раз. И 2. Дальше снова прямая часть. Такую прямую часть мы уже вязали. Здесь 6 столбиков без накида в раскол по прямой части до второго скругления. 6 петель я провязала, подошла ко второму скруглению, и мне нужно здесь сделать 2 раза по 2 петли. Сначала делаю в первую точку, тоже в раскол, смотрю, чтобы нить вышла правильно. Нить выходит правильно, когда она с изнаночной стороны тоже выходит в раскол. То есть вот так. Видно здесь 2 нити, и вот между ними выходит крючок. И 2. Ну и последние 2 петли в этом ряду, они приходятся в финальную точку. Раз. И 2. Ножку последней петли я провязываю рабочей ниткой, а шапочку провязываю хвостиком. И вытаскиваю хвостик. И дальше делаю опять соединение с помощью хвостика и с помощью протяжки этого хвостика. Крючок под первую горизонтальную петлю, вот так. Подхватываю хвостик, вывожу его, подтягиваюсь и завожу крючок в перемычку последней петли и в шапочку последней петли. Подхватываю хвостик и вывожу его снова. Подтягиваю нити, чтобы было красиво. И вот такой у меня второй ряд. Третий ряд. Опять нахожу петлю, из которой выходит хвостик. Теперь ее хорошо видно. Вот смотрите, хвостик, и вот она петля. Вставляю в раскол крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю подъема. Дальше делаю 2 столбика без накида в одну точку в раскол. Раз. И в эту же точку второй. И 2. И еще 1 столбик без накида в этом скруглении. Сделаю. Смотрите, мы опять начали
третий ряд со скруглением. Но мы начали его не сначала, а где-то вот отсюда. Вообще раппорт в скруглении в третьего ряда это будет 1 петля, 2 петли, 1 петля, ну или 2 петли, 1 петля. То есть 3 раза мы должны опять прибавить по 1 петле. Поэтому фактически мы прибавляем через 1 петлю на скругление. Но вот на этом скруглении рассмотрим это поподробнее. Дальше 6 петель по прямой части до второго скругления. Два, 3, 4, 5 и шестая петля, 6. Итак, я подошла ко второму скруглению и начинаю его делать по формуле 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли. Одна петля в одну точку и дальше 2 петли в следующую точку, опять 1 петля и 2 петли. И опять 1 петля и снова 2 петли. И таким образом второе скругление будет сделано полностью. Вот так. Дальше опять 6 петель по прямой части. Второе скругление у меня начнется 2 петли, 1 петля, 2 петли, и затем я буду делать соединение. Итак, давайте начинать. 2 петли в раскол, раз, и вторая петля в ту же самую точку, 2. Дальше 1 петля, дальше снова 2 петли в одну точку, раскол. Так, смотрите, чтобы здесь ножки тоже вышли правильно с изнаночной стороны. Попасть тоже между ножек нужно. Раз. И последняя петля в этом ряду, как обычно, я провязываю ее ножку рабочей ниткой, а дальше шапочку провязываю хвостиком. И 2. И дальше делаю соединение, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю нить и вывожу ее. Так, и завожу крючок в перемычку последнего столбика и затем в шапочку. Снова подхватываю нитку, вывожу ее. Хвостик, конечно, я подхватываю. Итак, третий ряд готов. Вот такой получается у меня уже овал. Нити вот здесь подтягиваю хорошо, чтобы они были такими же, как и все остальные. И перехожу к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд снова начинаю в точку. Вот смотрите, из нее выходит хвостик. В раскол вставляю крючок в раскол, в петельку. Вот так. Вот так. То есть как бы из этой петельки у меня выходит только одна ножка, а она остается справа от крючка, а хвостик, если с этой стороны смотреть, слева. Так, подхватываю рабочую нитку и делаю воздушную петлю. Первую петлю подъема на следующий ряд, которая играет роль первого столбика без накида. Дальше делаю 2 петли в одну точку, дальше 2 раза по 1 петле и снова 2 петли. Раз и 2.
И снова 1, и 2. И еще мне остается сделать в этом скруглении 2 петли в одну точку. Вот сюда. 1 и 2. Дальше 6 столбиков без накида в раскол по прямой части. Эта часть постоянно, то есть здесь каждый раз по 6 столбиков. И потом вяжем второе скругление. Второе скругление будет вязаться по формуле 2 петли в одну точку, дальше 2 раза по одной петле, и повторяется это 3 раза. Начинаем. 2 петли в одну точку, 1 и 2, и дальше 2 раза по одной петле, 1 и 2. И снова 2 петли в одну точку. 1. Я еще стараюсь, чтобы нить легла красиво в изделие, поэтому все время ее поправляю. И 2. И дальше 2 петли 2 раза по одному столбику в раскол. 1 и 2. И последний раз. 2 петли в одну точку. И 2 раза по одной петле. 1 и 2. И дальше 6 петель опять по прямой части. И доделываем второе скругление. Первое скругление, конечно же. Итак, я доделываю первое скругление. Смотрите, у меня формула как бы на скруглениях одна и та же, но они у меня зеркальные получаются. То есть, если второе скругление мы начинали с двойной петли, да, с 2 петель в одну точку, то первое скругление мы начинаем наоборот с 2 одинарных петель, потом будет прибавка, двойная петля, и заканчиваем одной одинарной петлей, потому что все остальные петли мы доделали уже в начале. Итак, давайте сделаем это. Но в принципе раппорт здесь один и тот же, и в какой последовательности делать одинарные петли и прибавки между одинарными петлями, это не очень принципиально. 2 одинарных петли я сделала. Дальше 2 петли в одну точку, либо прибавка, и заканчиваем одной одинарной петлей. Как всегда, ножку у этой петли провязываю рабочей ниткой, а шапочку провязываю хвостиком и соединяюсь. Так, крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю хвостик, вывожу его. Я думаю, все уже это поняли, все запомнили, даже кто первый раз видит этот метод, уже все запомнил. Дальше я не буду вязать каждый ряд на видео, потому что я думаю, принцип вы все уже усвоили. Постоянная прямая часть и по 3 равномерных прибавки в каждом ряду на скруглениях с одной стороны, и с другой стороны тоже 3 прибавки. Главное сохранять равномерное постоянное число одиночных петель между этими прибавками. В этом видео я просто оставлю вам текстовое описание. Я думаю, вы заметили, что текстовое описание у меня идет над каждым рядом, и точно такое же текстовое описание будет для всех оставшихся рядов этого рюкзачка, по которому можно будет очень легко сориентироваться. Единственное, я напоминаю, что начало каждого ряда я делаю в петлю, из которой выходит хвостик. Только тогда ваше вязание совпадет с моим текстовым описанием. То есть вам нужно соблюдать это правило тоже. Начинать каждый новый ряд в петлю, из которой идет хвостик. Итак, смотрите, донышко у меня готово. Я связала 10 рядов в итоге в этом овале. И сейчас оно вот такое кривое. Оно вот так вот складывается.
или вот так. То есть сейчас нужно донышко будет погладить и соблюдать, естественно, его температурный режим. Соблюдать температурный режим той пряжи, которую вы используете. У меня синтетический шнур. После того, как донышко будет поглажено, я по краю донышка прохожусь еще одним рядом из соединительных петель. Итак, нахожу опять место, где у меня нити идут мои, вставляю крючок под обе дужки одной косички, подхватываю рабочую нитку, в следующую косичку снова подхватываю рабочую нитку, одну петлю через другую, опять в следующую косичку, одну петлю через другую. Делаю соединительные петли по одной соединительной петле в каждую косичку до конца ряда, а в конце сделаю бесшовное соединение хвостиком. Итак, мне остается связать последнюю соединительную петлю. Вот она снова. Вставляю крючок под обе дужки, подхватываю на этот раз хвостик, он короткий, вывожу его и одну петлю через другую и хвостик вытаскиваю. Делаю соединение ряда из соединительных петель. Вставляю крючок вот под первую соединительную петлю под обе дужки, подхватываю хвостик, вывожу его и затем завожу крючок с изнаночной стороны в последнюю петельку и вот сюда, туда, откуда выходит нитка, чтобы доделать эту соединительную петлю. Снова подхватываю хвостик, снова его вывожу. Итак, донышко на этом у меня готово. Размеры моего донышка примерно 23 сантиметра на 18 сантиметров. Итак, перехожу к вязанию первого ряда стеночек. Единственное, что мне не очень нравится, как у меня получилось, что у меня начало моего ряда, моего круга ушло практически на прямую часть. Но это из-за того, что мы делали каждый раз начало ряда на шаг назад. Поэтому я просто, не обращая внимания на свои нити, перенесу начало ряда куда-нибудь вот сюда. Потому что бока у рюкзачка будут подгибаться, и если даже какой-то шов будет минимально виден, то он идет в складку, его будет незаметно. Смотрите, край моего донышка состоит из двух кос. Одна коса от соединительных петель и одна коса от последнего ряда донышка. Вот я вставляю крючок куда-нибудь с краю, да, вот здесь где-нибудь, под обе дужки косы от последнего ряда. Подхватываю рабочую нитку, вставляю, подхватываю. Вязать это изделие я буду столбиками-крестиками, поэтому первую петлю тоже скрещиваю и делаю воздушную петлю. Опять под обе косички подхватываю, кладу крючок сверху нити, не классическим способом, вытаскиваю, делаю столбик-крестик, снова под обе косички, крючок сверху нити, подхватываю, вытаскиваю, делаю столбик. При таком захвате, то есть классический захват, когда крючок заносится снизу нити, нить получается сверху крючка, а теперь крючок сверху нити, вот так. И нужно чуть-чуть посвободнее вытаскивать ножку, потому что она в итоге перевивается. Видите, получаются такие крестики. И вот из-за того, что она перевивается, эта вязка чуть-чуть туже, чем столбики без накида обычные, но при этом не такая тугая, как галочки. В принципе, можно вязать любыми этими столбиками, какие вам нравятся. Мне вот нравится в этом изделии, как смотрятся столбики-крестики. Продолжаю так до конца ряда, а в конце ряда делаю бесшовное соединение хвостиком.
Заканчиваю свой ряд, и вот здесь у меня проходят вот эти нити, которые я решила перенести, и их я как бы хочу, чтобы они были внутри моего вязания. Это, конечно, не очень принципиально, поэтому я стараюсь их внутри сделать этого ряда. Поэтому, когда я подхватываю нить, я еще крючок под эту нить завожу, под нить, которую я хочу спрятать, то есть как бы прячу хвостик внутри вязания и довязываю ряд. Вот до этой точки, а там уже соединяюсь хвостиком. Так, когда соединяюсь хвостиком, то, как всегда, ножку провязываю еще рабочей ниткой, шапочку провязываю хвостиком. Ну, делаю все абсолютно то же самое. Вывожу хвостик и скрепляюсь под первую горизонтальную петелечку, вставляю крючок, подхватываю хвостик, вывожу его и дальше завожу крючок в перемычку последней петли и в саму последнюю петлю, в саму последнюю косичку. Раз и раз. Подтягиваюсь. Поправляю нить. Первый ряд готов. Это был первый подъемный ряд. Второй и все остальные ряды будут вязаться одинаково, без прибавок, без убавок. Смотрите, нахожу нить, петлю, которая движется, если я тяну за хвостик. То есть соединение, вот она движется. Вот ее легко найти. Вот в нее я буду начинать свой каждый следующий ряд. Вставляю крючок под обе дужки этой петли, подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю. Делаю ее скрещенной, потому что я вяжу просто крестиками. Опять в следующее звено под обе косички подхватываю рабочую нитку, кладу крючок сверху, для того, чтобы получить крестики. Провязываю. Опять в следующую петлю и делаю опять столбик крестик. Опять в следующую петлю. И опять столбик крестик. Вяжу так до конца ряда. В конце опять делаю бесшовное соединение. Ну и вяжу количество рядов на нужную мне высоту моего рюкзачка. Смотрите, прежде чем сделать последнюю петлю и шапочку от последней петли хвостиком, я этот хвостик подтягиваю. Вот так, сейчас я вам покажу чуть-чуть. И тогда, видите, вот эта вот петелька, которая находится под первой петлей, она тоже немножко подтягивается. Потому что он, ну, как бы в процессе вязания, пока я вяжу, он немножко ослабляется. И чтобы все было красиво, нужно чуть-чуть потянуть за хвостик. Но не забывайте при этом, что начинаем мы каждый ряд, новый ряд, именно в ту петлю, которая тянется хвостиком. Ну, и проделываю традиционное уже соединение. Думаю, что все его уже запомнили. Так. И наизнанку. И вот сейчас как раз я формирую эту самую петлю, петлю соединения. Сюда и вот сюда. Вот так, видите, я тяну ее. Я тяну за хвостик, и она сжимается как бы. И вот под именно эти две дужки я начинаю каждый раз свой новый ряд. Скрещиваю и подтягиваю. Ну и в конце я тоже не забуду подтянуться, потому что пока я буду вязать этот ряд, она ослабнет и будет немножко болтаться. Так, не забываю, что я делаю крестики, а не обычные петли. Поэтому кладу всегда крючок сверху рабочей нити. Продолжаю так до конца ряда на нужную мне высоту. Для стеночек я связала 24 ряда. Давайте я их измерю. Ну и приблизительно 20 сантиметров в высоту это получается. И дальше я начинаю вязать клапан. Для клапана снова набираю цепочку из 8 воздушных петель. Раз, два,
Снова первую петлю пропускаю и вставляю крючок в перемычку второй петли. Подхватываю рабочую нитку, вывожу ее, получается соединительная петля. Прохожусь соединительными петлями по всем перемычкам цепочки воздушных петель. Самое последнее звено, здесь просто подхватываю хвостик и просто просовываю его в петелечку, подтягиваю. Теперь я буду обвязывать этот наборный ряд, но буду обвязывать его полукругом, а не овалом, потому что мне для клапана нужен полукруг. Вставляю крючок под обе дужки первого звена цепочки из воздушных петель наборный. Вот смотрите, видите, здесь у нее есть и перемычка, и обе дужки. Вот вставляю под обе дужки. Подхватываю рабочую нитку, она идет от клубка. Вытаскиваю, делаю разворот и провязываю. Делаю первую воздушную петлю. Дальше опять под косичку, в следующую петлю, подхватываю нитку, как для крестика, вытаскиваю и делаю столбик крестик. Вяжу столбиками-крестиками до своего разворота. Точно так же, как мы вязали донышко. Там был овал, а здесь будет полуовал. Ну, принципы все те же самые. Ничего нового здесь почти нет. Под обе дужки, косички подхватываю, вытаскиваю. Опять под косичку подхватываю, вытаскиваю. Под косичку. Дошла я до своего разворота. Смотрите, у меня воздушная петля и дальше 6 столбиков крестиков. В финальную точку, в разворот, я делаю 3 столбика крестика в одну точку для образования скругления. Первый столбик, туда же второй столбик и в эту же самую точку делаю свой третий столбик. И вот получается у меня разворот. И дальше я прохожу с противоположной стороны вдоль этой же цепочки из воздушных петель, вдоль своего наборного ряда, точно так же, как и на донышке, когда мы делали овал. Вставляю крючок не под косичку в этот раз, а в ту точку, откуда выходят противолежащие петли. Вот сюда. То есть петли должны у вас выходить из одной и той же точки. Так будет просто красивее. И прохожусь до конца ряда столбиками-крестиками. Последняя петля. Здесь крючок тоже нужно вставить в то же самое отверстие, откуда выходит первая подъемная петля. То есть не просто вот в эту дырочку, а еще, видите, там она перемычку подхватывает. Вот в эту перемычку и вставляю крючочек. Подхватываю нить и делаю столбик-крестик. Первый ряд клапана на этом готов. Второй ряд. Делаю разворот. Делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Из первой петли у меня выходит воздушная петля. Поэтому вставляю крючок сразу во вторую петлю, подхватываю рабочую нитку, делаю столбик-крестик. В следующую петлю делаю столбик-крестик. Вяжу столбиками-крестиками до скругления. Сейчас я вам скажу, сколько это будет. Так. То есть вот оно, скругление с изнаночной стороны. Как оно выглядит? Вот 3 петли выходят из одной точки. Получается, у меня первая петля воздушная и дальше 6 столбиков крестиков.
Вот посмотрите с лица, чтобы вам ориентироваться. Видно, что вот эта косичка от последней петли скругления, эта косичка центральной, а вот эта косичка первой петли скругления. Дальше удваиваю петли скругления, то есть в каждую из этих косичек я делаю по 2 столбика крестика. 1, 2. Опять в косичку и опять 1 и 2. И опять в косичку и снова 1 и 2. И дальше вяжу до конца ряда опять столбики крестики, по одному столбику крестику в каждое звено предыдущего ряда. Должно быть 7 столбиков крестиков. И вот он последний, 7, вот в эту петелечку. 7. Разворачиваюсь, делаю петлю подъема. Смотрите, количество столбиков крестиков на прямой части, когда я иду туда и когда я возвращаюсь обратно, будет постоянно. То есть это снова петля подъема и 6 столбиков крестиков до разворота во втором ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот я дошла до разворота. Так он выглядит с изнаночной стороны. И вот смотрите, как он выглядит с лицевой стороны. Я вижу здесь удвоенные петли. Вот они начинаются. Во втором ряду скругление делается по формуле 1 петля, 2 петли в одну точку, то есть прибавка. Повторяется это 3 раза. Снова 1 петля, 2 петли в одну точку, и снова 1 петля, и 2 петли в одну точку. Заканчиваю после этого ряд. 7 столбиков крестиков по прямой части. Смотрите, последнюю петлю провязываю вот сюда. Это была подъемная петля предыдущего ряда. Вот в нее я и провязываю последнюю петелечку. Разворачиваюсь опять и перехожу к вязанию уже 4-го ряда. Воздушная петля подъема, дальше 1 петлю в первую я не делаю столбик, снова 6 столбиков крестиков до разворота. Смотрю, так, да, все правильно, у меня предыдущий ряд и здесь удвоенная петля, то есть я у разворота. 4-й ряд будет вязаться по формуле 2 одиночных петли, двойная, повторяем 3 раза, 2 одиночных, двойная, 2 одиночных, двойная. И затем заканчивается этот ряд 7 столбиков крестиков. 4 ряда готово. Снова разворот, воздушная петля подъема. И смотрите, все остальные ряды вяжутся точно по такому же принципу. Опять 6 столбиков крестиков. Дальше будет у меня 5-й ряд. Его формула это 3 одиночных петли, двойная. Повторяем 3 раза. Заканчиваем 7 столбиками крестиками. Следующий ряд 6-й. Опять петля подъема воздушная. Опять 6 столбиков крестиков. В 6-м ряду формула будет 4 одиночных петли, двойная. Повторяем 3 раза и заканчиваем 7 столбиками крестиками. Я оставлю вам словесную схему этого клапана. Здесь будет на видео схема, по ней вы сориентируетесь, потому что я не буду дальше расписывать каждый ряд отдельно. Я связала 11 рядов клапана. И смотрите, еще мне нужно обвязать этот клапан
будет по краю одним рядом, вот по этому прямому краю. Останавливаюсь в одном из углов, делаю в угол вторую петлю, потому что в углу мне нужно 2 петли. Так, еще раз. Крестик делаю. И дальше я вставляю крючок прямо за петли первого ряда. Точнее, не первого ряда, а за первые петли рядов. Вот так. Подхватываю, вытаскиваю, провязываю. Снова. Вот сюда. Подхватываю, вытаскиваю, провязываю. Опять вот сюда. И так вяжу до второго угла. Во втором углу в финальную точку тоже делаю 2 столбика. Клапан на этом готов. Нить можно обрезать и соединить вот здесь бесшовно. Единственное, я обрежу хвостик примерно метр, для того, чтобы потом еще этой ниткой пришить клапан к основе. Соединяю начало и конец ряда бесшовно, вытаскиваю хвостик, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю его. И дальше в последний столбик с изнаночной стороны сначала в перемычку, затем в петельку верхнюю. Подхватываю и все затягиваю. Так. Вот такой получается клапан. Его неплохо бы тоже сейчас погладить, чтобы он расправился. И затем буду его пришивать. Дальше я буду пришивать к основе клапан. Смотрите, я просто сгибаю основу так, как она согнется, когда рюкзак будет готов, так как она будет согнута в самом рюкзаке. И вот здесь я отсчитываю 22 петли. То есть вот это у меня первая петля, а вот это 22. Соответственно, между ними 20 петель, с маркерами 22. Отсчитываю на глаз, то есть я не ориентируюсь как-то по петлям на донышке, ну, потому что, видите, крестики, они все-таки немножко уходят вправо, и практически любой узор в вязании крючком куда-нибудь уходит, то влево, то вправо. Поэтому самое простое здесь сориентироваться именно по сгибу на глаз. Вот вы его согнули, этот рюкзак, нравится вам, вроде бы все ровно, все симметрично, и, соответственно, откладываете 22 петли. Почему 22? Потому что у меня вот здесь по краю моего клапана, вот, по плоской части 22 косички. Если у вас другое число, допустим, вы делаете другое количество рядов в этом клапане, то, соответственно, и число петель вы вот здесь отложите немножко другое. Кладу клапан на свою сумку и начинаю сшивать. Петля за петлей. Сначала в петлю с маркером вставляю иголочку. Давайте я уберу маркер, а то иголка уже не лезет. Вот так. Вытаскиваю нитку. В следующую петлю и возвращаю вот в эту петлю на клапане. Прохожусь так. Это будет трикотажный шов по закрытым петлям. Опять в следующую петлю на клапане. И в ту петлю, откуда выходит нитка на основе. Подтягиваю все поплотнее. Теперь в следующую петлю, откуда выходит нитка на основе, и в ту петлю на клапане, откуда выходит нитка. То есть получается, каждую петлю я отцепляю дважды. Теперь в следующую петлю и в ту петлю, откуда выходит нитка.
Вот так. Подтягиваю опять. Опять в следующую петлю и в ту петлю, откуда выходит нитка. Такой шов очень получается похож на изнаночную гладь спицами. Мне кажется, здесь он смотрится довольно-таки гармонично. Прохожусь так вот до этого маркера. И пока у меня не кончатся петли на клапане. Последние петли клапана тоже прошиваю. Вот эта петля. И вот у меня вот эта петля должна быть последней на моей основе. Так. Прошиваюсь. Вывожу нить на изнанку. Здесь еще подхвачу пару стежков краешек. Так, наверное. Я решила еще пройтись точно таким же швом с изнаночной стороны. Тоже соединить край клапана и свою основу для прочности. Пришила я клапан и с изнаночной стороны. Вот так выглядит шов с изнанки. Вот так выглядит шов с лица. Нитку дальше я просто вставлю в рядах и обрежу. Также не забывайте заплавлять полиэфирный шнур, потому что он распускается. Вот такой кусочек пряжи у меня остался от третьего мотка, и из него я буду вязать ручку. Смотрите, ручку буду вязать в технике тунисского крючка, все тем же крючком номер 5. Беру хвостик, и мне нужно вставить его в рюкзак изнутри. Я нахожу крайнюю левую точку, откуда у меня будет начинаться левая лямка. Вот, я делаю все на глаз приблизительно, как мне красиво, как мне удобно. Завожу крючок в рюкзак, и вот здесь вот где-нибудь выбираю эту крайнюю левую точку, подхватываю рабочую нитку, подхватываю хвостик и вывожу его, завожу его внутрь. Смотрите, что происходит дальше. Дальше я беру, вам сейчас будет не видно, потому что нитка моя внутри рюкзака, а как бы снять изнутри я не имею, у меня нет такой возможности. Я вставляю крючок в следующую точку, в ряд между донышком и первым рядом стеночек. Вот этот ряд, который от косички идет. Там внутри подхватываю хвостик, делаю одну петлю, затем в следующую точку делаю вторую петлю, в следующую точку делаю третью петлю. Таких петель именно в этом рюкзачке я набираю 6. Там главное хвостик оставить нужной длины, чтобы его хватило на 6 петель. Но если не хватит, то подтягивайте и выводите, делайте длиннее хвостик. Так, еще 3 мне надо. Раз, два. И вот она, третья петля. Так. Шестая, в смысле. Шестая, конечно же. Вот так. У меня сейчас 6 петель на крючке. Снимаю их все с крючка и завожу крючок с противоположной стороны. Вот так. В противоположном направлении. Дальше беру рабочую нитку и все свои петли на крючке я провязываю этой одной рабочей ниткой. Вот смотрите, что получается. Получается, что у меня внутри петель сейчас проходит 2 нити. Одна из них тянется, другая нет. И я набираю петли той ниткой, которая тянется. Видите, я раздвигаю крючком свои готовые петли и набираю между готовыми петлями снова петли на крючок той ниткой, которая тянется, которая идет от клубка. Этих петель должно быть снова 6. Следите за количеством. Снова подхватываю рабочую нитку и снова вывожу.
Вот такая ручка в технике тунисского крючка у меня получается. И продолжаю вязать так на нужную мне длину. Снова набираю петли по краю между петель предыдущего ряда. Подхватываю рабочую нитку и все петли вместе. Здесь вот еще аккуратнее, смотрите, чтобы хвостик не выскочил вот отсюда, его потом нужно будет спрятать между рядами. В общем, вяжу так. Смотрите, по этой ручке у меня есть отдельный видео мастер-класс, где я вяжу ее отдельно, где я набираю петли по воздуху, скажем так, а не по готовому изделию. Видео будет вот здесь по подсказке, либо внизу будет ссылка в инфобоксе, заходите туда. А здесь просто продолжаю вязать одну лямку на нужную длину. И потом встречаемся вот здесь, вот в этой точке, где я буду соединять эту лямку. Итак, ручку я довязала с одной стороны, теперь нужно ее прикрепить к основе и к клапану. Смотрите, петли я в этом ряду делаю чуть-чуть посвободнее, чтобы они были подлиннее, потому что сейчас мне нужно будет их вставить в рюкзак и затем снова провязать. Выбираю место на клапане, ну, примерное, где у меня будет располагаться ручка. То есть ручка у меня состоит из 6 петель, и примерно, наверное, я отсчитаю петель 10 от начала клапана, да. Ну, где-то вот здесь, допустим, я начну пришивать свою ручку. Она потом вот так вот завернется петелькой, и мне кажется, будет красиво и гармонично. Вставляю крючок в перемычку, в одну, в перемычку другую. Это те же самые перемычки, за которые мы пришивали клапан к основе. Те же самые перемычки. И сейчас я вставляю в них крючок, подхватываю одну петлю, вывожу ее. Дальше, смотрите, мне понадобится еще один крючок, так просто удобней. В следующую перемычку в одну, в другую, снова подхватываю петлю, снова вывожу ее и одеваю на рабочий крючок. Опять в перемычку, одну, в перемычку вторую, вывожу, одеваю на рабочий крючок. В одну, вторую. Одеваю. Раз, два. Одеваем. Последняя самая петелечка. И еще мне нужно будет вывести нить. Уже рабочую нить я здесь подхватываю через самую крайнюю петлю. Вот так. То есть здесь можно ее уже вывести всю. Можно всю не выводить, а вывести всю ее в самом конце. Просто запомните, здесь одна нить будет идти от вязания, ей я буду вязать, а другая от клубка, ее просто нужно будет вытащить. Мне сейчас лень выводить, и поэтому я просто беру рабочую нитку, которая ведет от вязания, и снова провязываю все петли на крючке. Дальше я снова набираю 6 петель по краю. Смотрите, чтобы было 6 петель, потому что здесь может потеряться одна или даже не одна петелька. Снова набираю. Главное сохранить количество петель постоянно. И дальше снова провязываем. Снова набираю 6 петель, снова провязываю. Вяжу вот эту короткую ручку, ее я прикреплю с противоположного края, точно так же, один в один. И дальше опять продолжу вязать и буду вязать вторую лямку. И затем вторую лямку вот здесь вот я пришью симметрично своей первой лямки. То есть у меня получается одна единая лямка, которая просто в нескольких местах пришита к рюкзаку. Итак, доделываем лямку до конца, а вот здесь вот я покажу, как я ее пришиваю. Вторая ручка у меня тоже готова. И смотрите, у меня остается совсем маленький хвостик. Слишком большую ручку не делайте. Во-первых, нити не хватит на слишком большую ручку. А во-вторых, ручка очень эластичная. И она все равно со временем вытянется. То есть делать какую-то длинную ручку совершенно не нужно, потому что нить будет вытягиваться. Дальше нужно будет пришить эту ручку с противоположного конца симметрично первой ручки. Вот так, в тот же самый ряд. Вот в этот ряд.
да, между донышком и основанием. Я, к сожалению, туда камерой подлезть не могу, поэтому я пришью эту ручку в какое-нибудь другое место, где-нибудь вот здесь, допустим, или вот здесь, и вам просто покажу, как это делается, а вы уже там сами как-то пришьете ее в ту точку, которую нужно пришить, но согласно тому, что я сейчас покажу. Итак, смотрите, нахожу просто местечко, да, ну, я нахожу место, а вы это пришиваете вот сюда. Завожу крючок с изнаночной стороны. Давайте вот так, что ли, буду показывать. Итак, завожу крючок в петлю, подхватываю открытую петлю от ручки, вывожу ее в следующую петлю, снова подхватываю открытую петлю от ручки, снова вывожу ее, а одну петлю провязываю через другую, следующую петлю, вот опять подхватываю следующую открытую петлю, вывожу и одну петлю через другую, опять в следующую точку, опять в следующую открытую петлю, одну петлю через другую, еще 2 петли мне осталось сделать. Так, и последняя петля. Итак, петли я вывела, остается еще один шаг, опять в следующую петлю. На этот раз подхватываю рабочую нить и вывожу ее всю. Узел затягиваю. Все, хвостик дальше нужно будет просто спрятать в рядах. Вот так это будет выглядеть с лицевой стороны. Раз, два. Только должно будет это пришиваться вот здесь. С противоположной стороны симметрично относительно первой лямки. Я это место выбираю на глаз, то есть я не считаю вот здесь по петлям, потому что вязание крючком, оно все равно чуть-чуть в какую-нибудь сторону докосит. Поэтому это место лучше выбрать на глаз, чем четко рассчитать по петлям, что да, здесь у меня сколько-то петель начинается скругления, здесь у меня столько же петель скругления. Так будет не очень симметрично, не очень ровно, потому что оно, видите, немножко влево уходит, поэтому я, скорее всего, сколько-то петель здесь оставлю от скругления побольше вот с этого края, лишь бы моему глазу было симметрично, а как уж там по петлям, ровное ли их количество с каждой стороны или нет, это уже не принципиально. Вот так выглядят мои лямочки. Смотрите, нити у меня совсем не осталось. У меня довольно короткие лямки. Я просто знаю, что со временем они вытянутся. Я уже не раз делала такой рюкзак и уже не раз делала эти лямки. И они вытягиваются, естественно. Носить рюкзак нужно за 2 лямки, чтобы они вытянулись равномерно. Поэтому я делаю не длинные лямочки. В моих лямочках вот здесь вот 77 рядов, затем 78 ряд пришивной, затем 22 ряда. 23 ряд опять пришивной и дальше еще раз 77 рядов. Здесь 77 ряд пришивной. Если вам нужны лямки длиннее, то тогда вам просто придется купить еще 4-й моток пряжи. Если вы не хотите покупать 4-й моток пряжи, то сделайте эти лямки из 4 петель. Ну, это в том случае, если вы хотите длинные лямки. Мне нравятся короткие лямки. Они все равно будут длинными рано или поздно. Сюда я еще прикрепила магнитную кнопку. Она очень хорошо держит, это очень крепкие магниты. Можно использовать замок портфельный, но мне кажется, магнитная кнопка облегчает эту конструкцию. Здесь и так очень плотное вязание, очень много пряжи на это уходит, и еще добавить какую-то металлическую штуку, которая еще сколько-то весит. Вот так вот рюкзачок затягивается. Ну, здесь уже можно на свое усмотрение как-то протянуть этот шнурок через верх рюкзака. И вот так он выглядит. Если вам понравилось это видео, то не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, если что-то было непонятно. И спасибо за внимание!